То есть нафс не хочет воспринимать свое реальное состояние. То есть он как будто о себе забыл. И именно постмесяц Рамадан позволяет ему вот это все вспомнить. То есть какой ты, что ты слабый, что твоя сущность не железная. Чуть-чуть тебе не додали, и все, и ты уже сдулся. Малейшие там чуть-чуть изменения в твоем теле, в каких-то элементах и так далее, и ты все. Ты уже болеешь, ты слаб, чуть-чуть давление поднялось, температура, микроэлементов каких-то не хватает, и ты все, готов. Нафс на самом деле это средство передвижения, это двигатель. Ты должен на него сесть. Но зачастую происходит наоборот. Благодаря же посту священный Рамадан, он в некотором роде приучается к диете, привыкает к довольству ограниченным количеством пищи и учится прислушиваться к повелениям. По сути, в Рамадан как будто ты учишься по новой своим нафсам управлять. Многие даже спрашивают, как там от каких-то вредных привычек и так далее. Именно в Рамадан очень легко отказаться, потому что ты в Рамадан, грубо говоря, нафса лишаешь даже того, что он обычно вообще привык и в чем он реально нуждается. Еда, питье и так далее, да? То когда ты его лишаешь этого, от ненужных вещей ему вообще как бы легко будет избавиться. Пост является лекарством, таким духовным лекарством, в первую очередь от чего? От нетерпения и невыносливости, которые удваивают человеческие несчастья. То есть человек, если он не научится терпеть, быть выносливым, он сам себя изматывает. Я вот помню, да, то есть иногда попадаешь, когда в какие-то сложные ситуации, и люди, которые вот так изнеженные, мы же вместе находимся, да? Но он из-за того, что вот он не привык там терпеть что-то, вот какие-то такие эти, он начинает жаловаться. И ты смотришь, у него еще как будто усиливается его беда. То есть он вот этой жалобой, вот этим нетерпением, он как будто еще себе наматывает, да, вот это вот испытание. То есть хотя мы в одинаковом как бы положении находимся, но вот из-за вот этой жалобы, вот это нетерпение, там, начинает стонать туда-сюда, смотришь, ему еще хуже как будто, да. Так как желудок это как бы такая центральная фабрика, в момент его работы, то есть хочешь не хочешь, все к нему как бы приковывается. Ну, там еду нужно приготовить, потом поешь, потом там начинается туалет, не туалет, то, пятое, десятое. То есть как будто все, он превращается в этого царя, и вся жизнь вокруг него строится. Бегаешь там, да? Если нафс в дневное время на период 1 месяца временно не приостановит их работу, то заставит те органы тех служащих той фабрики вообще забыть их особые поклонения, заключит их под свою власть и займет постоянно только собой. То есть у каждого этого другого какого-то органа или чувства или инструмента есть свой особый вид поклонения перед Творцом, свои функции. То есть человек в этот момент понимает, что оказывается у них есть другое применение и другие наслаждения. В священный Рамадан служащие той фабрики поймут, что они не были сотворены лишь ради этой фабрики, а также другие органы вместо низких удовольствий той фабрики в благословенный Рамадан наслаждаются ангельскими и духовными усладами и к ним устремляют свои взоры. И вот поэтому в священный Рамадан верующий, в зависимости, конечно, от уровня духовного развития, удостаиваются различных духовных милостей, света и радостей. Поэтому посредством поста в этот благословенный месяц для таких тонких чувств, как сердце и душа, разум, да, всякие есть очень таинственные у нас всякие инструменты, и они невинно смеются вопреки плачу желудка. Да. Одна из многих мудростей поста в священный Рамадан с точки зрения непосредственного разрушения воображаемого господства нафса, с показом его слабости и сообщением о необходимости поклонения. Нафс, у него есть очень опасные черты, такие состояния. И об этом пророк Мухаммад алейхиссалам во многих хадисах говорил. Он сказал, что самый ваш вредоносный враг – это кто? Нафс. Он сказал, самый большой джихад – это с кем? Со своим нафсом. То есть вы поймите, что никто реально не претендует на то, чтобы быть сотоварищем Аллаху, кроме твоего нафса и моего.
и каждого. То есть Нафс не желает признать своего Господа. Вообще не хочет признавать. И надменно желает господствовать. Каким бы страданием он ни подвергался, эта черта остается в нем. И лишь голодом разрушается эта склонность. В хадисе говорится, Всевышний спросил у Нафса, кто я и кто ты. Нафс ответил, что я это я, а ты это ты. Господь подверг его страданиям, бросил в ад. Затем опять спросил. И Нафс вновь ответил, я это я, а ты это ты. То есть даже адские страдания не убрали у него вот этого. И каким бы наказанием Всевышний не подвергал его, от надменности он не отрекался. Затем Всевышний подверг страданию голодом, то есть оставил голодным. И опять спросил, кто я и кто ты? Нафс тогда ответил, «Анта Робби Рахим, ва ана абдукаль аджиз». Ты мой милосердный Господь, а я твой бессильный раб.